Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Перед тем, как мы сейчас начнем погружаться в нашу скиллозависимую игру, я хочу всех вас поблагодарить. Ребят, я там недавно говорил о том, что скоро 2 года на канале, и до конца этого года мне бы хотелось достичь 3000 подписчиков. И под одним роликом целых плюс 10 подписчиков было, и кучу лайков, и кучу комментариев. Поэтому, ребят, если не впадло, поставьте сейчас лайк, напишите свой комментарий. Кто не подписан, то подпишитесь, потому что 3000 подписчиков не за горами. Это небольшая сумма, но это, скажем так, хотелось бы достичь такого достижения. Вот, серьезно, типа, это было бы очень приятно. Поэтому огромное вам спасибо за поддержку заранее, сразу так вот. Ну все, погнали. Еще, сразу говорю, это будет игра со старого патча. Почему? Потому что я записываю несколько игр в последний день патча, для того, чтобы просто не было простое на канале. Поэтому для меня выходит завтра патч, а для вас, когда этот ролик выйдет, скорее всего, это через день. Либо же на следующий день, либо же вообще завтра выйдет. Ну, посмотрим. Я, в общем, записываю несколько игр, поэтому, когда выйдет патч, возможно, будет у меня несколько роликов со старого патча. Чисто из-за того, что я буду там тестировать всякие сборки, новые моменты, новые механики, потому что всю нежить из пула выводят. То есть, нежить можно будет только получить с помощью новой реликвии и с помощью, соответственно, предмета второго тира, который называется Пакт Мертвецов. И там отлично бафают Траксу. И мне бы очень хотелось попробовать записать в следующем патче Траксу. Под охотниками я вряд ли ее буду записывать, но посмотрим. Ну, короче, просто посмотрим. Я не буду ничего как бы загадывать, просто посмотрим. Ну, получится, не получится, ну и черт с ним. Вот, я 100% уверен, я даже могу дать, вот, блин, я не могу давать зуб, потому что это дорого, а на стоматолога, если что, денег не хочется тратить. Ну, короче, какие сборки будут в мете? Вот 100% это волшебники эльфы, Керри, Марси, соответственно, через ШД, потому что ШД никак не нерфили, а волшебников собирать через Марси и через эльфов довольно-таки приятно. Что выпадет из мета? Скорее всего, драконы-маги будут вылетят из меты, потому что драконов-магов будет довольно-таки тяжело собрать. Не, я не говорю, что это невозможно. Если есть в игре Джакира, то, в принципе, можно спокойно собирать драконов-магов, как и раньше. Но если Джакира в игре не будет, то они выпадут из меты, потому что тебе целых 2 дракона из нежити нужно будет наролить. И вот я не знаю, как будет работать этот пакт мертвецов, потому что, ну реально будет сложно. Сложно доставать нежить. Я более чем уверен, что это будет очень сложно доставать. Может быть, конечно, там новая реликвия как бы подкрутит, подмутит что-то, но посмотрим. Еще станет в следующем патче не 8 реликвий, а 10 реликвий, как и легендарок, соответственно, в игре. И судя по тому, что я почитал, и я надеюсь, на самом деле, так, мне эльфы ранние приходят, то некоторые реликвии будут прям обалденные. Короче, я все потестирую, расскажу в обзоре на патч. Обзор на патч будет, естественно, в 6 часов вечера на следующий день после выхода обновления. По крайней мере, я так постараюсь сделать. Вот. Короче, подпишитесь на мой телеграм-канал, я там буду все писать. Все буду озвучивать, все буду писать. Ой, озвучивать. Не, ну можно и озвучить, в принципе. Что вы думаете насчет голосовых сообщений в телеграм-канале, а? Такой АСМРчик. Ну, короче. Я напишу в своем телеграм-канале всю информацию, поэтому подпишитесь, и там у нас есть чат комьюнити, поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь, мы там все переписываемся, общаемся, там я принимаю активное участие в общении, там даю советы и тому Короче, очень много чего интересного происходит, поэтому кто не подписан, подписывайтесь, поверьте, не пожалеете, если вам, соответственно, интересен мой контент и интересно общение с другими людьми. Ну, общение с другими людьми не очень, а вот со мной хотелось бы. Ладно, я шучу, если что. Так, вы спросите, на чем я сейчас хочу поиграть. Вот какая вот у меня мысль поиграть перед окончанием патча. Да, если честно, я не знаю. Вот серьезно не знаю. На чем играть. Идет пока что не пойми что. Поэтому я буду отталкиваться от того, что вот, ну, я буду водой. Я буду принимать абсолютно любую форму, которая мне вот бог рандома предоставит. Все, погнали. На самом деле, ну, охотники вроде бы неплохо идут сейчас. Да и рыцари, в принципе, неплохо идут. Так я не договорил за метовые сборки.
Я-то думаю, знаете, у меня вот такие вот моменты бывают, когда я вот какую-то мысль озвучил, и я ее не до конца озвучил, и, соответственно, у меня где-то в глубине души такое вот огромное чувство недосказанности. Вы знаете, оно прям такое подъедает немножко, и это бесит. Не знаю, как вас. А ну, напишите в комменты, сколько таких у нас людей, которых тоже бесит, когда вот такое вот чувство недосказанности висит, как будто вот что-то прям серьезное забыл. Вот. Вот это раунд только что был такой. Лютая баталия чисто. Вот. Волшебники, эльфы через Шиде и Марси. Инсектоиды. Древние через гоблинов, либо рыцарей. Вот эти вот 3 сборки 100% будут играбельные. 100%. Тут как бы гадалки не хоть. А, еще 4 это шаманы. Так, что по реликвиям? Мамора. Аптечка. Мета. Двойные мобы. Вот на самом деле двойные мобы прикольно. Кабанчики прикольно можно было бы. Ладно, возьму жреца. И выйду в 20 монет. Так, инсек вижу на горизонте собираются. Чел на первом месте собрал 2 фурионов, 2 звезды. Вот на самом деле то, что он собрал себе 2 фурионов, 2 звезды, меня это ни грамма не радует. Это больно. Это больно, потому что когда он нас спамит, 5-я точка будет гореть. Тут, кстати, есть эмпресска. Может попробовать сыграть чисто через дубликаты. Я давненько на дубликатах не играл. Не, ну как давненько. Ну, был ролик на канале, ну давно был. Можно будет попробовать. Знаете что, А может сыграть на метовой Марсе и показать вам очередной раз, почему она будет нереально мощная? Предметы у меня, в принципе, под Марси неплохие. Двойные мобы в этой игре есть. Может реально попробовать, раз мне так хорошо приходит сейчас? Тут, конечно, у меня... Ну, мне фурионы и не нужны, мне нужен тренд. Может реально попробовать? Ладно, я пока загадывать не особо хочу. Но я думаю, все-таки взять и попробовать сыграть через волшебников эльфов и вам показать, ну вот насколько все-таки это сломанная сборка через Шиде и Марси. Давайте попробуем. Как раз напомню вам, как играть на волшебниках эльфов плюс Марси и Шиде. Меня, конечно, мои подписчики тоже очень любят за эту сборку, потому что я им эту вот сборку показал. И я как-то зашел в игру сыграть такой, думаю, ну сыграю на драконах плюс магах. Ну что там такого, возьму через аптечечку, красивенько, так через баф людей. И тут мне просто на 18-м раунде чисто, так знаете, по лицу Марси в 3 звезды у чувачка молодого горячего. Я такой, понял, вопросов не имею. На 18-м раунде в 40 монет плюс. Да не, ребят, все, погнали. Раз оно так идет, то погнали. Все. Не, на самом деле, хорошо пришло. Очень хорошо пришло. Да, погнали. Все, работаем. Работаем, Олег. Не расслабляемся, работаем. Яйца даже. А ты шо? Блин, я не хочу сглазить сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу. Сплюнем. Там в кого попал, извините, если что. Я там говорил еще о том, что прикусил как-то на стриме губу, когда турнир комментировал. У меня она так болит до сих пор, хотя это было давно. Кстати, кто турнир пропустил, то, ребят, если что, все записи моих стримов есть во вкладке трансляции. Боже, да это не имбовый герой. 1700 урона. Ну ладно, 1600 урона он наклепал. Просто накинул свою способность. 1600 урона он наклепал. Вот знаете, меня ну, я уже говорил это, но все равно скажу еще раз. Меня в комментариях все время пишут за то, что я постоянно говорю о том, что я только подмечаю урон этого ШД, потому что он у меня просто сразу открыт. Но мы всегда... Ну, и ладно, я... Ну, думает, наверное, что это я забываю. Ну, короче, самая суть в том, что он же еще и отхил ворует у твоего противника. То есть чел на рыцарях просто сидит такой, в носу ковыряется мизинцем левой руки, дает себе отхил там от рыцаря плюс 400. И такой, вот этот шедевр 3 звезды, такой, 60%, подели-ка, пожалуйста, на моих героев. И ты такой, понял, вопросов не имею.
Вопросов не имею от слова совсем. Я, кстати, хоть от мобов не откисну. Да не, с ШД я не должен откиснуть. Не должен. Вообще не должен. Рейд ночных зверей сюда. Кстати, знаете что? А мы можем попробовать поиграть еще и через синергию кунг-фу. Тоже будет неплохо, как по мне. Я думаю, даже будет хорошо. Кстати, способность гримтача, чернила, когда он там помечает своих противников. Если гримтач закидывает, соответственно, чернила в помеченные вот эти вот в помеченных героев, то эти чернила почему-то принимают эту способность, хоть эта способность в радиусе работает. То есть она как бы на цели работает, но пишется, что она в радиусе работает. Но через гримтач у вас будет несколько целей с помеченной этой способностью. Это вообще такой кринж. Я не знаю, как разработчики это допустили, но такого быть не должно. Но это работает. Короче, бред. Нет, тут я никак не должен тащить его. Никак. Если бы у меня был ШД в 2 звезды и Марси в 2 звезды, я бы 100% его затащил. Ну, с Трентом вообще в 300%, сказал бы так. Да ну не так больно ты спам минус 12 по лицу надавал. Оп, ШД. Блин, мне нужен 7 уровень. Мне нужен 7... Кстати, вот на самом деле, насколько сейчас просто играть вот через ШД и Марси, и через волшебника. Во-первых, всех мобов вы в легкую дефаете. Во-вторых, вам нужен 7 уровень. То есть вы тупо взяли себе 7 уровень. Взяли себе сумку Пандамена, да, если она вам упала. Либо, как я вот сейчас, рейд ночных зверей взял. Что мы можем еще сейчас заблокировать? Воинов нет. Ну, только убийц, по сути, если много фигур блокировать. Охотников тоже неплохо было бы. 3 охотника заблокировать. Так вот, насколько это просто. Взял 7 уровень, да? У тебя куча денег. Ты довольно-таки рано начинаешь ролиться. И у вас очень приятные фигуры. Тренд, Марси, ШД. 3 героя. Один хилит, второй сплитит урон, третья просто наваливает движа, потому что ей не нужны предметы на скорость атаки, она просто так боксировать начинает. Она так начинает боксировать, что передние зубы начинают смотреть в разные стороны от того, как она боксирует. Жесткий персонаж. Очень жесткий персонаж. Просто насколько это все синергирует между друг другом. Просто вдумайтесь на секунду. Насколько это люто все синергирует. Вот это на соплях выиграл. Чисто ШД. С чистым уроном с руки изрешал. Да. Хорошо. Нужен 7 уровень. 7 уровень беру и все, и погнали. И будем наваливать. Я бы на самом деле, знаете, ну, кинул бы сейчас яйцо в ШД, но я не хочу кидать сейчас яйцо в ШД. Кстати, вот эту внешку, которую мне, видите, на ШД сейчас, она обалденная. Она очень красивая. Жалко, нельзя вот во время, знаете, игры приблизить эту внешку и показать вам, насколько она красивая. Вот, ее подогнал мне Марк. Огромное ему спасибо за это. Подогнал он мне очень давно, когда только ШД вышел. Но, о, кстати, смотрите, сейчас как я фармить рыцаря буду. Вот когда рыцарь ко мне придет, обратите внимание, как мои фигуры будут хилиться. Не только урон будет наноситься, а как фигуры будут хилиться. Какая же ты сломанная тварь, честное слово. Да. Ну, блин, ладно. Ладно. Я, короче, чуть-чуть подролюсь. Так, все, 3 волшебника у меня имеется. Вообще, я удивлен, что мне Леон пришел. А, у меня не хватает эльфийской волшебницы. Что делать? Так, Марс мы апаем. Ну, да, надо яйцо потратить. Ладно, вот так вот сделаю пока что. У меня шлеон есть. Единственное, что... Ну, я вот так сделаю, короче. Мне надо найти эльфийскую волшебницу. Что-то я тупанул немного. Тупанул. Кстати, чел пришел, который в прошлый раз меня обижал. Да, это ж ты? У тебя 3-звездочный фурион. А ну-ка, иди сюда, мой сладкий. А что такое? Что, ты уже не такой дерзкий, да? Да? Моя Занька на Марсе тебе рассказала, что почем, да?
На самом деле, я говорю, Марси это одна из моих любимых фигур. Просто это шикарнейший герой, который так напрягает. Причем все напрягает. Еще и Тренов, кстати, в 2 звезды пришел вообще 10 из 10. Кстати, я Мирану зря продал, но плевать. Плевать плюс плевать. Я думаю, сейчас пойти в уровень. Хотя мне на самом деле в идеале ШД поставить. Но я думаю, все-таки пойти в уровень. И на 7 уровне, ну там по пути может эльфийская волшебница найдется, либо просто может найти эльфийскую волшебницу. Ладно, плевать. Сейчас получу кучу денег, сейчас получу кучу предметов. Надо еще грима найти хотя бы в 2 звезды. Блин, а прикиньте, если был старый грим, который когда был в 3 звезды, помечал не 4 цели, как сейчас, а 8. Это ж вообще трэш. Кстати, меня там спрашивали в комментариях, как поднимать предметы быстро. Просто открыть инвентарь, ребят. Просто открыть инвентарь. Так вот берешь, оп, все. Все собрал. Оп, молнии сюда. Вот эльфийская волшебница, даже ролить не пришлось. Я морскую волшебницу на самом деле не очень хотел убирать сейчас. Я, наверное, даже ее пока продавать не буду. Так, отсюда. Что у нас тут? Это все хрень. Хотя возьму. Это, вот так, да, возьму. Скорость атаки мне сейчас нужна чисто для того, чтобы ману восстанавливать как можно быстрее. Все, идем в уровень дальше. Нужен 7. 7 берем и идем на чил, на расслабон ролиться. Короче, продам пока что морскую волшебницу. Потом, если что, найду. Знаете, когда понадобится морская волшебница, ее не будет. По закону подлости. Не нравится мне то, что тут охотники собираются. Охотники вообще это контрпик эльфом. Ну, в теории это должен быть контрпик эльфом. По факту нет. Это не контрпик эльфом. Даже ни грамма не контрпик. На автопокупку поставлю сейчас Марси и ШД, чтобы вдруг чего не провтыкать, когда я буду ролиться. Стоит ли мне блокировать синергию или не стоит? Ну, тут есть как бы монетка, которая вернет мне бабки. Пу-пу-пу. Ладно, вот так вот сделаю, чтобы Марс, если что, отпрыгивала. Так, это парень, который играет на древних, пришел ко мне. Сочувствую ему. На самом деле у меня сейчас под Марси хорошие предметы. У меня там молнии 2-го тира. И на самом деле молнии идеально работают. Как на Марсе, так и идеально работают на охотников. Короче, вот так вот сделаю. Ну, типа, ладно. Надо. Надо заблокировать охотников, чтобы просто минус кучу лишних фигур было. Опа. О, понятно. Вопросов я к тебе не имею, дорогой. Вообще не имею ни одного вопроса. Что у тебя тут? ДС. Если что, это Дарксир. Темный лорд — это Дарксир из Доты. Давайте буду вам напоминать игровой сленг Доты. Потому что сама авточес, она пошла как кастомная игра из Доты. Поэтому все игровые сленги, которые я сейчас озвучу, и в целом все, что говорю, это все игровой сленг Доты. Потому что все эти персонажи из Доты, и всем так намного приятней. А вот рыцари, да, или что это? А, нет, это что-то подобие на рыцарей, такое, знаете, бета-версия. Экс, ну давай, погнали. Так, на самом деле и Думчика хочется ставить. Ух ты, Мишка пришел ко мне, ничего себе. Думчика на самом деле хочется оставить, хотя... Но он пригодится, этот Думчик, понимаете? Он хорошо стакается и под гримтач, и под все. Джекира уже нашли. А, это все челик делает на 1-м месте. Вопросов не имею.
Нашел Омника, нашел Джакира, все это на 8 уровне. Ну, чисто такая хорошая приправка, да? Ладно, чел вот этот с винстриком, иди уже сюда. Ты мне нужен. Ты мне нужен на своих 6 рыцарей. Давай пообщаемся поближе. О, давай. О, это жир. Блин, я хочу посмотреть... Блин, проклятие не туда летит. Я хочу просто посмотреть, насколько люто отхилится у меня герои. Да. 800. Ну, зато винстрик забрал. Сюда. Сюда эту прикормку. Погнали ролить. Марси сюда. Антимаг сюда. ШД. Ну все, и деньги закончились. Вот так вот. Вот так вот. Я бы хотел найти еще гнездо Маморы. Тоже хорошая тема на самом деле. Может продать пока что, думаю, чтобы он мне доску не засорял скамейку. Не заполнял. Так, это мы все скипаем, это все мне не надо. Мамора, отлично, Марси закидываем. Все, погнали. Пойдет. Марси 2 звезды там соберем по вырику. И все. А сейчас, знаете, по закону подлости мне должна приходить Марси. По всем законам подлости ты должна приходить Марси. 100%. Да, что-то усиление как-то туговато идет. Так, еще одна Марси пришла. Ну дайте хотя бы Трента, ребята. Спасибо. И Мартретка аж пришла от счастья. Так, ну это мы можем попродавать. Боже, какое... Я же говорю, что это закон подлости. Так, погоди, я хочу антимага поставить. Антимаг как-то, ну, мне очень нравится. Поэтому антимага поставим. 1 из 9 Марси. Сейчас она будет, походу, у меня ранее в 3 звезды. И меня это полностью устраивает. Давненько рано я Марс не собирал. Давненько. Осталось только ШД собрать в 3 звезды. Я полностью упакованный. Все. Тренд есть. Марси есть. Дум. Мерзкий Дум. Антимага еще можно собрать. Кстати, антимага можно на сдачу собирать в 3 звезды. Чисто так на сдачу. Так, в легкую на сдачу. Кстати, в следующем патче магам-драконам будет тяжело. Потому что целых 2 дракона уберут. Я вам говорил. О, чел импресску там нашел на последнем месте. В 2 звезды. На 9 уровне. Да, я с вас в шоке, ребята, как вы так делаете. Честное слово. Знаете, вот одно из самых хороших нововведений в следующем патче это то, что... Ну, чел ливнул. Не стал тратить свое время. Так, колечко мы оставим, кстати. И, кстати, хорошо, что у меня есть этот меч. Фу, меч. Медальон первого дает магическое сопротивление. А вот, кстати, шаман. Но у шамана нет ни одной активной шмотки в шамане. Нормально, там чел тусит. Мне такие шаманы нравятся. Мне такие скилловые парни нравятся, отвечаю. Хорош. Хорош. Не то слово, какой хорош. Так, кто там винстрик сбил? Охотник сбил винстрик. И Марси пришла, прикиньте. Понимаю. Можешь продать Дума. Вопросов не имею ни грамма.
Так, я ж надеюсь, меня чел на охотниках не вынесет сейчас из-за того, что у меня нет Марси. Он вроде не должен. Не должен. Отлично. А то я на мгновение уже как бы, ну... Вы поняли, да? Так, одно усиление есть. Ничего. По закону подлости. Отвечаю, по закону подлости. По всем законам подлости. Я в Мамору закинул Марси, и мне тупо из Маморы... Ой, из Маморы. Просто тупо шла Марси. Серьезно? Ну, это максимальный закон подлости, если честно. Максимальный закон подлости. Тут даже и добавить-то нечего. Максимальный закон подлости. Так, чел там на 6 шаманах играет, но у него до сих пор нет ни одного активного предмета в импресске. Сочувствую молодому. Он, кстати, ко мне пришел. Не, ну мне такие... Боже, мне такие шаманы нравятся. Либо же челу просто люто не фартануло, так, ну... Ладно, короче, мне кажется, что этому челу тупо не фартануло. Я ему сочувствую отчасти. Отчасти не сочувствую, потому что он на 9 уровне нашел себе фуловых шаманов. Но если он сейчас активный предмет не найдет с 25 раунда, то я ему сочувствую, но шишечка-то немножечко привстает от такого шамана. ШД дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Дайте ШД. Понятно. Кому... Ладно. По всей видимости, идеальной игры не будет. Не, ну, хотя бы Марсе 3 звезды довольно-таки рано. Мне просто нужен ШД. Хочу ШД. Хочу и хочу ШД. Все, вот Саня и хоти. Хочешь ШД, вот хоти. Я пока ШД в 3 звезды не сделаю, я дальше в уровень не пойду. А мне надо. Мне надо сделать ШД в 3... Ну, вот, в уровень идти, точнее. Потому что мне там нужно будет, скорее всего, сборку переделывать, если все пойдет не так, как я хочу. Вот. У шамана осталось 5 хп, я надеюсь, что он вылетит, потому что шаман это проблема будет для меня. Так, мастерской бума здесь нет, можно, в принципе, рольнуть предмет. Мифриловый доспех я беру, потому что, ну, его в баню. Может прилететь какой-то безоружь, там еще что-то, короче, неприятно будет. Колечко, кстати, закину в антимага. ШД идет, хорошо. Еще давай. Еще. Понял. Понял. Ты так дал мне приголубить. Чтоб я вот слюнки попускал. И все. Одного ШД получил. А ну-ка, сыграем с вами в игру, ребята. Вот байт на комментарии. На каком раунде я соберу себе ШД в 3 звезды? Давайте. Все, запоминаем. ШД в 3 звезды. На каком раунде? Так, Свенчик-то... Пока ребята там будут находить легендарные фигуры, Санечка будет собирать ШД. Кринж? Есть такое. Вообще, я бы предмет рыльнул. Кстати, по предметам. Вот какие мне предметы необходимы? Там, кстати, зверь играет через импресску. И чел на драконах играет через ДК. Это может быть проблемой. Какие мне предметы необходимы? Ну, маска 5 тира это дефолт. Кираса неплохо зайдет, если я буду играть через минус броню. У меня есть как раз сейчас меч 1 тира, который дает минус 6 брони. Драконий рог вообще имба. Тут даже гадалки не ходи. Криты 5 тира вообще шикардос смотрятся. Я, по-моему, сдох. О как. Там ДК нанес 9000 урона на секунду. Удивлен? Это не грамма. Ладно, короче, рольнем предметы сейчас. Вот так вот. Сейчас бесполезные фигуры, хотел сказать. Бесполезные предметы ролим. Получаем бессмертие. Бессмертие классная тема. Я на самом деле хочу его взять. А может и не хочу его взять. А может взять. Ну, блин. У меня куча защитных предметов начинаются снова. Куча защитных предметов. У ДК там еще и очищающая сфера, которая отключает мне синергию. Это плохо. Против дракона будет тяжело. Нужно будет ставить морских, потому что там и магический прокаст такой неприятный. Хоть он там и по чуть-чуть бьет, но это по чуть-чуть, это больно. Че, кстати, с 3 мишками сидит, кайфует.
Но это ему не поможет. Он захотел эмпреску показать, так сказать. Но нет. Он быстрее вылетит. Ты не такой скилловый, как тот парень, который нашел себе импреску в 2 звезды уже. Так, яйцо есть. Меня сейчас разорвет, отвечаю. Сейчас все деньги просто спущу для того, чтобы не найти себе ШД. Надо терпеть пока что. Ну, потому что, ну, блин, это на самом деле жестко. Жестко от того, что мне так туго все идет. А еще жестко от того, что мне защитный предмет бессмертия упало. На самом деле, вот это вот бессмертие, оно мне не надо. Это защитный предмет, который я бы хотел на самом деле получить попозже. То есть, ну, явно не первым предметом. У меня дамага сейчас нет. Ну, ладно. У всех мало хп, в принципе, осталось. Но, как мы знаем, это хп может очень жестко камбэкнуть. Особенно, если появится скилловичок какой-то. Чел, кстати, будет играть через ДК. То есть у него драконы стоят, но он будет играть в целом через ДК. Хорош. На самом деле, это хорошее решение. Там еще и Дум есть, кстати. Но против Дума у меня есть мифриловый доспех. Чтобы не задумил меня. Давай, Марси. Хорош. На самом деле, просто у меня реально мало урона. Очень мало урона. Типа, ну, мне нужны предметы на дамаг были. Ладно, что уже есть, то есть. ШД, дай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, сладкий. И яйцо, и ШД дал мне. Вообще красавчик. Боже. Если бы не яйца, что бы было? Когда бы я бы собрал этого ШД? А вот теперь, ребят, сейчас начнутся такие голодные игры. Ух. Сейчас там урона будет космос. Вот игра начинается с того момента, когда у вас есть ШД в 3 звезды. Даже не Марси в 3 звезды, поймите, даже не Марси в 3 звезды. Игра начинается с того момента, когда у вас начинается ШД в 3 звезды. Все. Вот сейчас игра будет набирать обороты. Я, кстати, знаете, сейчас что думаю? Что зря я Марси закинул-то в Мамору. Надо было ШД закинуть в Мамору, потому что это сейчас самый желанный персонаж в целом. Да, неприятно, конечно. Там чел на драконах. Кстати, смотрим. 6400 урона ШД. Сюда. Тут отхила нету. Не показывают. Но в целом, думаю, там нормикс подхил. Так, все, минус рыцарь. Сочувствую, но не очень. А, вот еще и яйца идут. Может, я сейчас еще и антимага соберу себе в 3 звезды. Ну, кстати, морских не по-любому надо будет собирать. Хочу этого или нет. Морских по-любому надо собирать. Кстати, сейчас расстановку немного поменяю, чтобы у меня антимаг прыгал как надо. Ну, морских по-любому надо будет ставить. 4 морских. Я, наверное, даже, знаете что, я поставлю себе синергию кунг-фу, если у меня не будет атакующих предметов. То есть, как мы сейчас будем делать? Смотрите. Мы идем в уровень. Чем больше, тем лучше. 12 вообще шикарно было. Но 12 я тут никак не возьму. Ну, короче. Нужен уровень. Ставим 4 морских, 4 кунг-фу. И, думаю, духов можно поставить. Либо же эльфов. Чтобы уклонение какое-никакое оно было. Хотя там предмет 3-го тира, очищающая сфера, которая выключит в любом случае мне синергии, но... Ладно, посмотрим. Кстати, я возьму косу. У Винстрик там есть, беру косу. Поехали. Ну, и я сразу эту косу активирую, я не буду ждать. В этом нет никакого смысла. Нет смысла ждать. Просто активируем ее сразу. Надо, кстати, можно... Знаете что? Можно Рити реально поставить. Я, кстати, Марси поставлю, чтобы она сразу прыгнула туда. Получила в табло. Угу. Не, я все-таки отдам антимагу сейчас предметы. Как-то так сделаю расстановку. По-моему, не выиграю, да.
1600 кританул мне. Гаденыш. Была бы маска 5-го тира, я бы его пережил. Но чего нет, того нет. Так, морская волшебница под заказ приехала, спасибо. Проблема. Ну, ДК на самом деле такой мощный персонаж. Если у тебя еще и предметы идут, ДК может нормально наваливать. Наваливать так, что аж волосы на одном месте становятся дыбом. Но если я рольну маску 5-го тира, то у меня вообще урона тоже не будет. Потому что тут хотя бы минус 6 брони у меня будет. А может просто наплевать на это все и реально попробовать найти себе маску. Перчатку я точно не хочу. С перчаткой будет беда. Ну, блин, насколько жестко решает то, что у тебя предмет упал не тот, который ты хотел. Ну, сочувствую. Сочувствую зверю, хотя там у него импресска... Остановись! Жить! Ёлки-палки, он меня вынес. А я хотел сказать, что я сочувствую зверю, но там на самом деле импресска нормально так наваливает. Вот вам и Кири импресска в зверях. Показал импресску в зверях, и все поехали на ней катать. Сильные ребятки. Угу. Антимаг. Прыгай в ту сторону. Так, сейчас пока что не буду показывать, как антимаг будет прыгать. Сейчас будем пытаться хитрить, финтить. Короче, покажем скиллуху. Да, предметов на домах у меня тупо не хватает. Так, чел зашел на мой стол, чекает его. Все, он ушел. Сейчас мы вот так вот сделаем. Вот так красиво, да. Опа! Боже, как он больно бьет моего этого. Как его там? Антимага. 3 тычки, оторвал лицо. Кстати, я его вынес. Давай сюда, винстрик. Давай. Раз. Уровень поднимаем. Х2 опыт получил, потому что у меня коса. Идем дальше уровень. Но морских мне по-любому нужно будет тут ставить. Сейчас, вот, кунфу. Кунфу надо поставить, потому что урона чуть вообще не хватает. Урон и слез. Слезы, а не урон. Блин, как я не хочу гримтача терять. Гримтач вообще это тема. Ой-ой. Ну, уберу эльфийскую волшебницу пока что. Но гримтач тема. Я еще поставлю себе синерик кунфу, потому что... ну, реально урона не хватает. А теперь можно идти в уровень. Надо будет еще морских поставить себе. Знаете, ни грамма не жалею о том, что взял себе косу. Ни грамма. На самом деле, пока морских нет, можно и эльфов поставить. Ой-ой. А урон нормально так прилетает. Но о чем Марси? Бей! 51 хп, боже. Ладно, копи, Винстри, копи. Я у тебя побольше потом заберу. Ладно. Трента можно будет потом убрать. Но я как бы немного в шоке от того, как они находят себе фиолетовые фигуры настолько легко, и это все на 9 уровне. Ты тут на 11 уровне не можешь спокойно находить фигуры фиолетовые. А он это все нашел на 9. Кстати, я тупанул, походу, надо было башер брать. Это не факт, чтобы я дошел, этот башер бы улетал в молоко. И возьму, ну, вот реально я думаю, что БКБ я все-таки оправданно взял. Ну, ладно, я просто хочу оправдать свои действия. Мне кажется, я тупанул и взял неправильный предмет. Я просто увидел БКБ, у меня просто глаза кровью налились. Я такой думаю, БКБ! Деф. Я еще тупой морскую эту селедку скипнул только что.
Тимак, классно. Можно? Спасибо. Так, ладно. Как же не хочется прощаться с Гримтачем. Надо оставить сюда сейчас таким образом, чтобы он под Гримтач накидывал свою способность. Как же от хила не хватает, вы просто посмотрите. Он мне тупо табло отрывает. Еще и башерами. Хорош. Сколько я опыта с тебя слутал. Ух. Какой ты красавчик. Блин, ну надо предметы ролить, а вроде и не надо ролить предметы, если честно. Ну вот медальон, ну вот это вот все можно скипнуть, в принципе. Мьёльнир и щит 5 тира. Естественно, Мьёльнир. Без Мьёльнира, как бы, ну его баню. Значит, почему я Мьёльнир взял? Я думаю, вы прекрасно меня знаете, потому что вы меня смотрели. Потому что, когда будут срабатывать молнии, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. И, соответственно, когда меня будут бить, и когда я буду бить, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Поэтому там просто будет разрыв тоталити. Так, селедка. Сюда. Вместо трентухи поставлю. 4 морских. Сюда, пусть будет. Поехали. Ух ты, там чел ДК поставил под меня. О, 3700 урона. Но это ему не помогло. Он рапиру рольнул, прикиньте. А я-то думаю, что он меня так ваншотнул. Он рапиру рольнул, еще и ливнул сверху. Задушил его морально, понимаете? Он собрал себе ДК в 3 звезды. И я просто ему такую подливочку делаю. Как это вкусно, да? Какая же это сладкая победа, ребят, не передать словами. Ай-яй-яй, как это не передать словами. Но насколько же это все-таки легко играть на метовой сборке? Вот серьезно. Я вроде бы потел, а вроде бы и не потел. Единственное, что я вот запотел, это, наверное, то, что поставил 4 морских и 4 кунг-фу. Это единственное, наверное. Хотя на самом деле, ну, хрень, наверное, то, что я поставил морских. Ну, там был магический урон по-любому, потому что там есть 6 магов. Ну, короче. В общем, добавить нечего. Вот, ребят, вам метовая сборка через Марси, через ШД. Очень сложный геймплей. Не передать словами, насколько он сложный. Поэтому, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк, подписаться на меня, если ты еще не подписан. И на мой телеграм тоже. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр. И всем удачи.